Всем привет, меня зовут Денис и рад вас приветствовать на канале Вкусно Просто Быстро. Сегодня приготовим быструю пиццу с солями и сыром, сочную и без заморочек с тестом. Вместо него используем лаваш. Это отличный рецепт, когда хочется чего-то вкусного, но времени совсем нет. Идеальный вариант на завтрак, ужин или перекус с друзьями, особенно если гости уже на пороге, а вы не хотите стоять у плиты. Данное количество ингредиентов рассчитано на пиццу размером 28 на 38 сантиметров. Давайте приготовим. Подготовим начинку. 150 грамм солями нарезаем очень мелко. Чем мельче нарезка, тем равномернее распределится вкус по всей пицце. 150 грамм сыра моцарелла, можно использовать и обычный сыр. Натираем на крупной терке. Он отлично плавится и тянется, создавая аппетитную текстуру. 200 грамм кетчупа и 100 грамм сметаны соединяем и перемешиваем до однородного состояния. Получается мягкий, бархатный соус. Сыр и солями делим в пропорции 2 к 1. 2/3 от общего количества каждого ингредиента, примерно 100 грамм солями и 165 грамм сыра, оставляем для верхнего слоя. По желанию можно добавлять нарезанные свежие овощи. Например, один небольшой огурец 100 грамм, один помидор 120 грамм, сладкий перец или немного зелени, но только сверху. Прослойку не добавляйте. Перейдем к сборке. Сначала застилаем противень пергаментной бумагой. Это предотвратит прилипание и упростит перенос готовой пиццы. Раскладываем лист лаваша, промазываем его соусом. Удобно делать это кисточкой или тыльной стороной ложки. На один слой уходит примерно 50 грамм соуса. Старайтесь распределять равномерно. Не забывайте про края, чтобы они не остались сухими. Отложенную треть солями и сыра визуально делим на 5 равных частей. Будем использовать их для промежуточных слоев. Посыпаем часть тертого сыра, примерно 17 грамм. Так как сыра на слои уйдет немного, распределяйте его аккуратно, чтобы не получилось пустых участков. Добавляем нарезанный солями, около 10 грамм. Раскладываем равномерно по всему лавашу. Немного колбасы между слоями придаст более насыщенный вкус пиццы. Накрываем следующим листом лаваша. Слегка прижимаем. Повторяем все заново. Соус, сыр, солями. Всего должно получиться 5 листов лаваша и 5 промежуточных прослоек начинки. Выкладываем последний лист лаваша. Верхний слой начинки получается особенно насыщенным. Распределяем оставшийся соус и добавляем немного дополнительных 40-50 грамм кетчупа для яркости вкуса. Затем выкладываем отложенные 165 грамм тертого сыра и 100 грамм солями. Выпекаем. Ставим в духовку на режим вверх-вниз. Выпекать можно как в заранее разогретой, так и в предварительно не разогретой духовке. Если духовка холодная, то включаем ее на 220 градусов и выпекаем около 15 минут до готовности. Сыр должен расплавиться и подрумяниться. Если духовка уже разогрета до 220 градусов, достаточно 10 минут. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на наши каналы, которые видите на экране. На них выходит разнообразный контент. Сканируйте QR-коды через камеру телефона или с помощью сторонних приложений, либо переходите по ссылке в описании. Спасибо за вашу поддержку, вы вдохновляете. Готово! Пицца из лаваша получается сочная, с идеально вкусным сочетанием моцареллы и солями. Слои красиво пропекаются, легко режутся, не распадаются и отлично держат форму. Вкус сбалансированный, без перегруза, сливочный, пикантный и в меру томатный. Надеюсь, этот рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой для быстрых и вкусных перекусов. Обязательно попробуйте. Вы точно удивитесь, как просто бывает вкусно. Спасибо за просмотр, желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.